Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание кольцам и поговорим о том, на каких же пальцах нельзя носить кольца. Обязательно досмотрите это видео до конца и узнаете больше для себя информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, ношение колец с натуральными камнями позволяет усилить действие определенных планет в вашем гороскопе. И считается, что каждому пальцу соответствует отдельная планета Солнечной системы. Например, большой палец отвечает у нас планета Венера. Указательный палец – это у нас Юпитер. Средний палец – это у нас Сатурн, безымянный Солнце, а мизинец – это у нас Меркурий. Поэтому, надев кольцо с определенным камнем на палец, вы можете управлять своей судьбой. Вы знаете, раньше женщина принимала обет безбрачия. Она носила серебряное кольцо на большом пальце, тем самым перекрывая энергию планеты Венера. Поэтому, если девушка желает наладить свою личную жизнь, встретить своего любимого мужчину, то носить кольцо на большом пальце не следует ей. Давайте для начала поговорим об украшениях именно на указательном пальце. Вы знаете, указательный палец является символом эго человека. И многие, наверное, замечали, как неприятно, когда другой человек указывает в нашу сторону указательным пальцем. Все потому, что палец излучает мощную энергию. Поэтому носить кольцо на указательном пальце необходимо тем людям, кто желает стать лидером. Выбирать при этом именно нужно серебряные изделия. Золото в таком случае не подходит. На указательном пальце рекомендуется носить сапфиры, бирюзу, аквамарин и лазурит. Коралл, опал поможет избавиться от стресса и даже укрепить семейные отношения. Далее украшения на среднем пальце. Вы знаете, на среднем пальце можно носить кольца только сильным волевым людям. Украшение с натуральным камнем на среднем пальце способно активировать кармические задачи и привлечь даже неожиданные повороты судьбы. Надевать на средний палец кольцо рекомендуется, если ваша душа требует перемен. Поэтому при выборе изделия необходимо обращать внимание на яркие кольца с выразительными камнями. Кольцо, украшенное лунным камнем, идеально подходит для среднего пальца. Если же человека все устраивает в жизни, то на средний палец надевать кольцо не нужно. Обращаем на это ваше внимание. Далее кольцо на безымянном пальце. Вы знаете, кольцо на этом пальце является ярким символом успеха в обществе, а также счастья в личных отношениях, благополучия и любви. Поэтому, если вам необходимо активировать все вышеперечисленные сферы, необходимо надевать золотое, серебряное кольцо на этот палец. Примечательно, изделие может быть дополнено любым натуральным камнем. Обращаем на это ваше внимание. Далее кольцо на мизинце. Украшение на этом пальце способно активировать коммуникативные навыки. В этом случае у человека будет развиваться харизма и обаяние. Если надеть золотое колечко на мизинец с любым натуральным красным камнем, то будет успех в карьере, в деньгах и в бизнесе в том числе. Поэтому обращаем ваше внимание, что для мизинца также можно подобрать и украшения с янтарем, топазом, а также хризолитом и изумрудом.
Кольцо на мизинце должны носить ораторы, политики, бизнесмены, аналитики и врачи. Ношение колец на этом пальце также рекомендовано любителям флирта и азартных игр. А вот спокойным семейным людям лучше выбрать украшение на другой палец. Друзья, теперь вы знаете, как ношение колец может повлиять на вашу жизнь. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно и осторожно. При этом вы можете, например, если вы хотите развить какую-то сферу в своей жизни, то вы можете купить для этой сферы жизни кольцо. Поносить определенное время, когда вы будете чувствовать, что в вашей жизни налаживается эта сфера, например, связанная с работой, с личной жизнью и так далее, вы можете покупать и одевать другое кольцо. При этом вы можете и одновременно носить несколько колец, но вы должны понимать о том, что кольца между собой не должны конфликтовать. Также, пожалуйста, обращайте внимание на камни. Потому что разным знакам зодиака разные нужны камни. Кроме того, есть драгоценные камни, которые влияют на человека негативно. То есть их можно носить 1 день, 2 дня, максимум неделю. Но после этого их нужно обязательно очистить. Хотя бы сделать это в проточной воде и в соли. Если этого не делать, потому что эти камни начинают тянуть к себе негатив, а потом начинают отдавать тому человеку, который их носит. Поэтому, чтобы такого не было, пожалуйста, обязательно изучите те камни, которые подходят вам по гороскопу. Как правило, эти камни, они известные. И обращаю ваше внимание, что когда вы покупаете именно камни, знаете, узнавайте, точно ли это те камни. Потому что сейчас достаточно много искусственных камней. Но вы должны понимать, что искусственные камни, как правило, они несут искусственность, они несут не настоящую жизнь, не то, что вы хотели. И многие задаются иногда вопросом, а почему у меня камень вот такой вот, например, там лунный камень или еще какой-то, мне он должен помогать, способствовать в тех или иных сферах, а получается наоборот. Почему это так происходит? Ну, во-первых, скорее всего, этот камень вам не подходит, или он вам имеет какие-то определенные свойства. И во-вторых, возможно, этот камень пора очистить. Поэтому, пожалуйста, узнавайте, какие камушки вам нужно носить, а также на каких пальцах, на фалангах палец лучше надевать кольца. Не старайтесь в один день, сейчас модно вот одевать на все пальцы какие-то кольца, тоненькие и так далее. Не нужно это делать. Научитесь это делать, одевать 1-2, но чтобы именно прорабатывать ту или иную сферу жизни, а потом идти дальше и дальше.